Кинолента «Слепой музыкант» длительное время была для меня желанной темой для создания данного видео. Причиной этому есть несколько факторов. Во-первых, прекрасный актерский состав, из которого стоит выделить Василия Ливанова, еще совсем юного исполнителя главной роли, будущего мэтра советского кино, всем известного обликом отечественного Шерлока Холмса, а также голосом крокодила Гены и Карлсона. Молодой крокодил хочет завести себе друзей. Я мужчина, хоть куда, в полном расцвете сил. Во-вторых, великолепное музыкальное сопровождение сюжета и, наконец, наличие старинной усадьбы, где происходят основные события фильма. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому ж я не сокіл, чому не літаю, чому ж мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув і в небо б злітав. Небольшой городок Млынов, где в 1960 году происходили съемки фильма «Слепой музыкант», находится в Ровненской области. Это чуть более 500 километров отдаленности от города, где я проживаю. Волею случая мне удалось побывать на месте бывшего кинопроизводства, а конкретно поместье Хаткевичей, возведенное в конце 18-го, начало 19-го столетия. И в этом видеоматериале зритель сможет увидеть, как изменились локации, где проживала киношная семья Попельских и что собой нынче представляет бывшая помещичья резиденция. «Слепой музыкант» – это литературное произведение авторства Владимира Галактионовича Короленко, основа которого послужила для создания одноименной киноленты от режиссеров Татьяны Лукашевич и Глеба Комаровского. Кстати, под руководительством Татьяны Лукашевич в 1939 году экранизирована замечательная кинокомедия «Подкидыш», из которой, наверное, многие слышали крылатую фразу Фаины Раневской. «Муля, не нервируй меня». В центре сюжета фильма одаренный юноша по имени Петр, обладающий талантом к музыке, однако лишенный от природы зрения. Все чувства, которые получает Петр извне, это осязание и звук. Благодаря своей чуткой перцепции он познает окружающий мир, словно и не существует в нем недуга. Что это? Что это теплое? Сегодня очень яркое солнце, Петрик. Оно ласковое, ты не бойся. Что это вокруг? Аист кликочет. Аист? Одновременно между воспитателями Петра, матери с родным дядей, точится бесконечная борьба. Первый пытается защитить своего ребенка от любых раздражителей, а второй – вырастить сильного и уверенного в себе человека, несмотря на природную слепоту. Однако в душе Петра происходит внутренняя личностная борьба из-за контраста, накладываемого отношением к нему окружающих людей и его восприятием собственного «я».
Дядя главного героя – отставной военный. Его роль исполнил отец Василия Ливанова Борис Николаевич. На роль матери Петра утвердили актрису Марианну Стриженову. Также в фильме снимались Марина Куракова в роли возлюбленной Петра Эвелины, Юрий Пузырев в роли прислужника семейства Попельских Иоахима, Виктор Мурганов в роли приятеля Петра Ильи Ивановича. Кстати, Виктора Мурганова мы уже встречали ранее в фильме «Бурьян», обзор которого выходил ранее на канале. Ссылку прикреплю в описании. В конце 18 столетия в Млынове начались работы по строительству и обустройству семейного поместья для вдовы государственного и военного деятеля Великого княжества Литовского Яна Николая Хаткевича, графини Людвики и ее детей. Комплекс строений включал в себя большой дворец, флигель и несколько стилизированных парковых домов, а вокруг резиденции был разбит роскошный экзотический сад на берегу реки Иквы. Стройка затянулась на некоторое время и была закончена лишь в начале 19 столетия, согласно некоторым источникам, из-за финансовых проблем. Однако, по слухам, строительство остановилось из-за увиденного графиней призрака своей убиенной дочери. Розалия Хаткевич – молодая, красивая и амбициозная аристократка, которая жаждала вернуться во Францию, побывав там некоторое время с мужем. Найдя свое супружеское пребывание в Польше скучным, она переезжает в Париж, где находит новые знакомства, наложившие впоследствии тень на ее репутацию. На тот момент Франция была охвачена революцией против монархии, и многие связи, тем более с представителями королевской семьи, могли расцениваться как контрреволюционный заговор, собственно, в чем и обвинили Розалию Хаткевич. Она была казнена в 1794 году, и якобы обезглавленный призрак дочери, бродившей по коридорам Млыновской усадьбы, стал причиной тому, что графиня Людвика Хаткевич остановила работу над строительством резиденции на длительное время. В течение Первой мировой войны здания поместья сильно пострадали от обстрелов, в особенности дворец, и вовсе разрушенный во время Второй мировой войны. Позднее строение разобрали, а на его месте в 1958 году построили зооветеринарный техникум. На данный момент времени это технолого-экономический колледж, выпускающий специалистов различных профессий. Посещение Млыновского парка и сохранившихся построек бывшего поместья оставляет двоякое ощущение. Просторная территория, которую огибает рукав реки Иквы, усажена деревьями, некоторые из которых – диковинные экземпляры, расположенные в виде аллеи, напоминающие о бывшем помещичьем саде. Аккурат посреди парка находится флигель усадьбы, ныне Млыновский краеведческий музей, основанный в 1970-х годах. Увы, ныне здание находится в аварийном состоянии. Ощущается острая нехватка финансирования для поддержания исторического строения в надлежащем виде. К сожалению, к моменту нашего прибытия в Млынов музей уже был закрыт. Позднее из интернет-источников мне удалось узнать, что в начале 20-го столетия потомкам рода Хаткевичей, владевшим поместьем, были вывезены ценные вещи из усадьбы, а также старинный архив, в результате чего некоторая часть экспонатов оказалась в музеях Польши, а часть попала в коллекцию музеев Львова. Неподалеку от флигеля находится ротонда или музыкальный павильон.
Это здание было предназначено под музыкальное исполнение, а сейчас, похоже, используется для нужд колледжа. Место, занятое зданием колледжа, имеет замечательный вид с фасадной части на распростертую гладь реки Иквы, что серебрится рябью в лучах солнца. Рядом со входом в колледж выстроен декоративный водоем, украшенный репродукциями античных статуй. В открытых источниках упоминалось про наличие таких скульптур на территории бывшей помещичьей резиденции, поэтому у меня возникла мысль о том, что либо они располагались здесь изначально, либо были принесены и расставлены согласно чьей-то фантазии. Территория парка сплошь усажена цветами, а еще декорирована различными инсталляциями и фигурками. Около одной из таких композиций расставлены ульи, из которых раздается монотонный гул пчелиного выводка и пахнет пряным сладким медом. Гуляя по парку, ощущается меланхолия. Ухоженный экстерьер прилегающей территории парка при входе имеет весьма поросший вид с тыльной стороны, равно как и флигель, обладающий следами ремонта в фасадной части здания, а сзади рассыпающийся от повреждений. Разумеется, забота о такого вида архитектурных памятниках требует весомых финансовых инвестиций, которые в современных реалиях реализовываются либо через тематические проекты, либо инициативой и руками небезразличных людей. И то, что делается для поддержания поместья Хаткевичей, безусловно, важный вклад в его существование. Но достаточно ли для восстановления аутентичного вида старинного архитектурного комплекса энтузиазма и умений простых людей? Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте, та й на мене Кармелюка усю надію майте. Что это за звон? Колокольчики? Ні. Це арештантів гонять. Чуєш? Кайдани дзвенять. Співай, кобзар, співай на прощання. Повернувся я в Сибіру, та немає долі, хоч здається не в кайданах, та все ж не на волі, хоч здається. Проходьте, проходьте! Проходьте, мача стоять, проходьте! Луч мене родіко!
Да. Пісню в цепи не закуєш.